Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. В последнее время Kuga стал выпускать многие модели с маркировкой Kuga Kirin. Например, Kuga Kirin HX+, Kuga Kirin GX Pro и даже на самых последних моделях Kuga M4 Pro теперь тоже написано Kirin. Многие задаются вопросом, что же это за Kirin-то такой, что это значит и какое это отношение имеет к Kuga. Поэтому в этом ролике я решила немного рассказать о том, что знаю про бренд Kuga, о том, что такое Kuga Kirin и про их новые крутые самокаты, о которых большинство почему-то ничего не знает. А может быть, это наш новый M4 Pro? Подождите. Или это наш новый M4 Pro? Итак, однажды появился в Китае большой завод под названием Geelong. Так, во всяком случае, произносят это в России. Озабоченные проблемами огромного населения и безумного автомобильного трафика, в 2015 году они стали выпускать свои первые электросамокаты под брендом Kuga. Разумеется, как только они стали набирать популярность, их сразу же стали копировать. Все те же китайцы, но более кустарным способом. В России самокаты Kuga начали активно появляться году этак в 2017-м, и сразу же вместе с теми более дешевыми и менее качественными подделками от каких-то подвальных производителей. В основном это касалось моделей электросамокатов Kuga S3 и Kuga S3 Pro. Официально торговой марки Kuga тогда еще в России зарегистрировано не было, поэтому на бесчисленных подделках электросамокатов можно было также встретить это название. Но, несмотря на мнение, что все равно все Китай, люди стали замечать, что самокаты завода Geelong лучшего качества. И стали распространяться ролики, что электросамокаты Kuga Geelong – это оригинал, а все остальное – это подделка. И как можно отличить одно от другого? Тем не менее, подделок было все равно огромное количество. Поэтому в 2019 году завод Geelong официально зарегистрировал на территории России торговый знак Kuga. Ознакомиться с документами можно на сайте Kuga Ltd. С тех пор никто не имел права использовать это наименование, и подделки электросамокатов быстро исчезли из официальных магазинов. Сейчас ролики о том, как отличить Kuga Geelong от других самокатов, в общем-то не актуальны. Да и Kuga S3 уже далеко не единственная модель, представленная в линейке Kuga. С тех пор завод Geelong сильно вырос, и на данный момент бренд Kuga имеет чуть ли не самый большой модельный ряд. Бренд развивался, рос, обзаводился партнерами, и в 2018 году была основана дочерняя компания Kuga Kirin. Хотя подробности ее взаимоотношения с основным заводом Geelong мне неизвестны, но это не суть. Основной сайт компании kugakirin.com. Есть его версия, переведенная на русский язык kugakirin.com. Переведенная корявенько, однако с основной сутью разобраться позволяет. Концепция Kuga Kirin заключается в основном в технологических разработках, основанных на экологичности и инновационных умных технологиях. Kuga Kirin, к большому удивлению, тоже имеет немаленький модельный ряд. С некоторыми их электросамокатами мы уже знакомы. Например, прошлогодний Kuga G-Max или Kuga Kirin HX+. Да в общем-то и все тот же Kuga S1, тоже их рук дело. Теперь понятно, почему Kuga S3 и Kuga S1 так сильно отличаются по внешнему виду. Но помимо этих моделей есть и еще несколько интересных электросамокатов, которые официально в России брендом Kuga почему-то не представлены. Изначально, насколько я поняла, бренд Kuga Kirin был направлен на рынок Европы. Но это только мои догадки. Хотя на европейских сайтах я нашла много моделей, которые выглядят круче, качественнее, но и стоят немного дороже. Возможно, Kuga считает наш рынок немного неплатежеспособным. Возможно, причина заключается в разнице законодательства стран и особенностях европейского и российского покупателя. Насколько я заметила, у Kuga Kirin в основном легкие городские модели. Потому что по Европе, по тротуарам на скорости в 50 км в час все равно гонять нельзя.
Да и города там небольшие, так что запаса батареи на 15-20 километров вполне должно хватать. У нас же люди хотят побыстрее и побольше, и в то же время кричат, что все это еще и дорого. Но поскольку нельзя все и сразу, да еще и дешево, то страдает, очевидно, качество сборки и комплектующих. Тем не менее, некоторые модели Kuga Kirin все же можно купить в России, например, на сайте МВидео или Эльдорадо. Но характеристики самокатов там практически не прописаны, поэтому пришлось попотеть, чтобы собрать для вас информацию из зарубежных обзоров. Один из блогеров из Великобритании нахваливал модель детского электросамоката Kuga Kirin Mini 2. Вообще, кстати, в России у Kuga электросамокатов для детей как таковых нет. Этот же самокат имеет прочную алюминиевую конструкцию, но при этом весьма скромные габариты и вес всего 8,9 кг. Эта модель подходит для самых маленьких. Высота от пола до руля всего 98 см. Мощность мотор-колеса 150 Вт. Разгоняться он может максимум до 15 км в час. При этом у самоката также есть 3 скоростных режима. Аккумулятор имеет напряжение 21,6 Вт и емкость всего 4 Ампер-часа. Но поскольку максимальная нагрузка должна быть не больше 65 кг, то проехать он может 10-15 км. У Kuga Kirin Mini 2 очень интересным способом реализовано управление газом. На нем нет привычных нам курков. Вместо этого у него на деке есть педаль газа. И самокат трогается, когда на нее наступают ногой. Происходит это плавно и не вызывает проблем у детей. Зато такой способ управления позволяет крепко держаться за руль. Но вот ручку электронного рекуперативного тормоза пришлось сделать привычным способом – курком на левой стороне руля. Также есть и привычный многим детям ножной механический тормоз на заднем крыле. Единственное, в чем он не очень приспособлен для российских дорог, так это литые колеса. Зато они избавят вас от лишней головной боли при не очень аккуратном использовании, как это часто бывает у детей. Переднее колесо у электросамоката диаметром 8 дюймов. Заднее чуть пошире, но поменьше, диаметром 6,5 дюймов. Степень влагозащиты IPX4. Стоит это маленькое чудо на сайте МВидео всего 13 990 рублей. Еще один электросамокат для детей – Kuga Kirin Mini. Надо было бы, наверное, рассказать о них в обратном порядке, но почему-то Kuga Kirin Mini 2 меня заинтересовал больше. Kuga Kirin Mini имеет такой же мотор – 150 Вт. Батарея также с напряжением 21,6 Вт, но емкостью 6 Ампер-часов. Выдерживает самокат вес до 100 кг. Может проехать, по словам производителя, 10-15 км и разогнаться уже до 25 км в час. То есть эта модель явно для ребят повзрослее. Хотя весит он и вовсе 8 кг и 780 грамм. Но колесики тут совсем уж маленькие – 5,5 дюймов из литой резины. Единственное, что на европейских сайтах эта модель представлена без заднего амортизатора, а вот на сайте МВидео он явно бросается в глаза. Так что в случае покупки я бы уточнила его наличие у продавцов. Управляется самокат стандартным способом, а для безопасности есть звонок и белая фара спереди. Kuga Kirin S8 практически ничем не отличается от широко известного нам S1, поэтому, на мой взгляд, большого интереса не представляет. Технические характеристики у них одинаковые, есть просто пара визуальных отличий. Довольно интересно выглядит Kuga Kirin S1 Pro и Kuga Kirin S2 Pro. Kuga Kirin S2 Pro имеет стандартный для легких городских самокатов мотор мощностью 350 Вт с напряжением 36 вольт и батарею 9 Ампер-часов. Производитель заявляет, что проехать он может до 25 км на одном заряде. Насколько я вижу, оба колеса у него надувные диаметром 8 дюймов. Если верить инструкции, весит он 12,5 кг и имеет степень защиты IP54. И при таких характеристиках цена в 23 990 рублей кажется мне весьма демократичной. А вот Kirin S1 Pro, на мой взгляд, по праву заслужил свое название Pro. Да, у него такой же мотор 350 Вт 36 вольт, но батарея уже на 10 Ампер-часов, расположенная в мощном корпусе. Колеса из литой резины с перфорацией, но и спереди и сзади есть амортизаторы.
Причем сзади он весьма внушительный. И тут уже к электронному рекуперативному тормозу добавились задние механические дисковые тормоза. Но и весит эта ласточка уже 15 килограмм, а увезти может 120. Фара, звонок и та же степень защиты IP54. Кстати, а вы заметили, как аккуратно выглядят все эти модели? Кнопочки, дисплейчики, убранные провода? Неудивительно, что эти модели успешно конкурируют на европейском рынке. Сайт Kuga Kirin утверждает, что они продали уже больше 1 миллиона самокатов. Ну ничего себе Kuga, да? Сколько моделей они, оказывается, выпускают, а многие даже и не знали. Но и это еще не все. Это были только те модели, которые можно найти на сайте МВидео. Но я нашла еще пару интересных самокатиков. Вот, например, еще один легкий городской самокат Kuga Kirin S2. Он имеет мотор мощностью 250 Вт с напряжением 21,6 вольт и батарею емкостью 10 ампер-часов. Производитель заявляет, что он может разгоняться до все тех же 25 км в час и проехать может до 28 км на одном заряде. Колеса у него диаметром 8 дюймов, переднее надувное, заднее с литой покрышкой. А весит он всего 11,2 килограмма. И если бы европейские сайты доставляли их в Россию, то он обошелся бы вам примерно в 27 тысяч рублей. Но легкие городские электросамокаты – это понятно. А что там насчет чего-нибудь помощнее? Вот, например, на сайте kugakirin.com есть некая новая модель, которая называется Kuga Kirin M3. Правда, на деке почему-то можно разглядеть буквы G1. У этого самоката мотор мощностью уже 500 Вт. Правда, с напряжением 36 вольт. То есть разгонится он максимум до 40 км в час. Но зато способен тянуть до 120 кг в довольно крутые уклоны. Аккумулятор емкостью 13 ампер-часов. С ним самокат способен проехать до 40 км. 10-дюймовые колеса, переднее надувное, заднее из литой резины. А вот теперь понятно, почему эта модель продается в Европе, а не у нас. Спереди есть амортизационная вилка и механический барабанный тормоз. Надежная конструкция, не допускающая люфтов. Весит он, правда, уже 22 килограмма. Есть встроенный тросовый замок с кодом. Хотя для нашей страны, чтобы оставить электросамокат на улице надолго, такого мало. А вот в Европе было бы вполне достаточно. И европейцы и правда весьма довольны этим самокатом и не жалеют потраченных денег. Если хотите, могу поделиться ссылкой на англоязычный обзор. Впрочем, его и так несложно найти в поиске YouTube. В бортовом компьютере реализована система блокировки с помощью карты с NFC-чипом, которая идет в комплекте в количестве 2 штук. Порт зарядки защищен не вечно открывающейся резиночкой, а пластиковой крышкой на пружине. И влагозащита по стандарту IPX5. Kuga пытались совместить в этом самокате современные технологии, комфорт и максимальную неубиваемость. Просто посмотрите, что китайцы делают с этим самокатом на видео. Мне было бы очень интересно покататься на нем, но, увы, в Россию его тоже не доставляют. Да и обошелся бы он нам в 72 тысячи рублей. И еще на одном сайте я нашла вот такого красавца. Называется он там Kuga G5, уже без Kirin. Конструктивно он больше всего напоминает Kuga M2 Pro, а по характеристикам ближе всего к Kuga M4 Pro. У этого электросамоката большие 10-дюймовые надувные колеса, как на M4 Pro. Дисковые задние тормоза. Мощность 500 Вт с привычным нам напряжением 48 вольт. И аккумулятор 16 ампер-часов. Правда, максимальная скорость заявлена только 35 км в час. Зато максимальный пробег на одном заряде может доходить аж до 80 км. Собственный вес 23 килограмма. Ну и выглядит внешне он классно, согласитесь?
Вот сколько всего интересного на самом деле делает Куга. И я уверена, что это еще я не все нашла. Но почему-то привозить эти электросамокаты в Россию Куга не торопится. Как думаете, почему? Пишите в комментариях, что вас заинтересовало, какие модели понравились вам больше всего. Или, может быть, вам не хватает самоката с какими-то характеристиками, но его еще не производят. Было бы интересно послушать мнение пользователей. И, может быть, нас услышат, и эти модели появятся на нашем сайте. А я на этом с вами прощаюсь. С вами, как всегда, была Лена и магазин Куга Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!